Последний месяц проходил более-менее спокойно. Мы, конечно, сталкивались со всякими нехорошими существами, но я достаточно хорошо учился у Кости и уже мог атаковать и защищаться. Мира тренировал Акил. Также они упорно изучали древние руны, которые можно было наносить даже на еду, чтобы защитить себя. «Костя, ты теперь такой сильный и страшный, прям какой-то, но крутой. И теперь типа супергероя, костюмчик появляется. Не, ну он теперь как в крутых сериалах там мог перевоплощаться». «Да, но поверь, я еще не уверен, что это хорошо. Но плюсы есть, я больше не теряю контроля. Моя энергия и я полноценные, ну и да, ты прав. Видок прям огонь, кроме черных пустых глаз и косы». Костя посмеялся. «Ты теперь стал еще больше тренироваться не энергией, а спортом, ну почему?» Костя правда стал больше времени уделять спорту, и я не понимал почему. Некоторые существа способны поглощать как мою, так и твою энергию. Это значит, что наших сил и знаний бывает недостаточно. Что ты скажешь на то, если твой щит просто нейтрализует, а ты просто не сможешь даже попытаться убежать или еще что-то? Он очень серьезно посмотрел на меня. Эх, ну как всегда запаникую. Я опустил голову, так и было. Я бы просто снова впал в ступор. Ну вот. Он развел руками, а потом поднял указательный палец вверх. Но я начал изучать фольклор. И знаешь, там нет слов о том, что магия, в книгах это так называют, победила зло. Там рыцарь мечом и щитом. Но я решил углубить свои знания и начал более подробно изучать, а кое-что и проверил на себе. Он закатал рукав, и я увидел, что на руках были мелкие шрамы. Так вот, не все можно победить энергией, как я уже сказал. Но вот миф о святой воде, только настоящей святой воде, он правдив, как и о благородном металле и дереве. Но и это не все. Силовая тренировка немало важна. Нужно быть выносливым и ловким. Тогда есть шансы, что мы проживем долго. Он как-то скептически улыбнулся. «А меня научишь?» Я понимал, что мне это тоже необходимо. Если даже Костя не рассчитывал только на свои силы, то мне подавно нужно уметь быть разным. Да, но будет непросто. Мы должны переродить тебя. Времени у тебя нет. У меня было, но как видишь, меня это могло убить или повернуть на сторону нежити, так как я слишком боялся и не верил сам в себя и свою энергию. Но я кое-что понял. Энергия не бывает хорошая или плохая. Ее можно использовать либо во благо, либо во зло. Множество тех, кто понял свою силу и был светлым, делали не самые лучшие поступки. А те, кто был темным, не всегда творил зло. Это значит, что стереотип нужно рушить. Он словно сам себя радовал такой новостью, так как темнота — это всегда страшно и плохо. Но как оказалось, что темнота не всегда темно и плохо. «Тогда ты должен мне все рассказать, я хочу тоже все знать, ну и блин, я тоже хочу классный костюмчик». Я не врал. Ну блин, я понимаю, что это глупо, но классно же, как в кино, иметь крутой образ. Я ребенок, что вы от меня хотите? Хорошо, тогда завтра начнем с того, что разберемся в тебе и как тебя сделать полноценным ведьмаком. Мы ударили по рукам, и Костя пошел домой. Мир, может, перекусим? Я постоянно ел, энергия забирала много сил. Яр, ты стал очень много есть, но я чувствую твой голод. Это странно. Ты словно вообще не ешь. Мира беспокойно смотрел на меня, но быстренько сделал нам блинчики. Да знаю, просто столько сил уходит, как будто я работаю в рабстве. Ох, поговорил бы ты с Костей. А о чем? О своем обжорстве? Ну, он-то не ест столько. Может, ты неправильно расходуешь свой резерв? Ты думаешь? Ладно, я поговорю, обещаю. Надо и правда спросить у него, а то так мой фамильяр превратится в кухарку, а не в защитника и помощника.
Плотно поужинав просто на блинчиках, я не остановился. Мы легли спать. Отец уже спал, наши отношения правда наладились, и я боялся, что ему могут причинить вред. И попросил Костю с Акилом поставить на него защиту. Ну и в случае моей смерти он, как и все, забудет обо мне. Костя сделал то же самое со своими ба и дедом. Они бы не простили его, но они не знают. Он считает, что так будет правильно. Зачем им страдать? Наши родные уже потеряли близких и любимых людей. Потеряв нас, их будет даже некому утешить. Из них это никто не переживет. А наша жизнь, несмотря на бонусы, опасна. Засыпал я в очень прескверном самочувствии. Похоже, я переел, мне было очень плохо. Но на утро мое состояние ухудшилось. И если быть точнее, я не мог даже встать. Все тело ныло и болело, и я был очень голоден. Мир, увидев это, побежал за Костей, благо сегодня не надо было на учебу. И отец ушел на работу. Мир, я чего-то не понял, но думаю, что он просто устал. Я услышал голоса и приближающиеся шаги. Говорю вам, там что-то не так. Мир очень обеспокоился. Костя, Акил и Мир прошли в мою комнату, я, конечно, себя не видел, но по их вытянутым лицам было понятно, что дело плохо. Яр, ты себя видел? Костя слишком испуганно смотрел на меня. Нет. Они продолжали таращиться на меня так, как будто я – это не я вовсе. Что он только что сказал, это вообще на каком языке? Мир смотрел на Акила и Костю. Так, стоп, что это значит на каком языке? Ребята, плохая шутка. Я немного занервничал. Вот опять. Мир отошел в сторону. Спокойно, Мир, судя по энергии, это Яр. Но вот то, что с ним происходит, надо выяснить. Костя смотрел на меня внимательно. Ребят, что происходит вообще? Я начинал уже очень нервничать. Яр, мы не понимаем, что ты говоришь. Мир, принеси воду, Акил, создай зеркало, Ярослав. Что бы ни произошло, главное, контролируй себя. Костя резко начал пускать клубы дыма и перевоплощаться. Его глаза стали черной бездной, плащ почти скрывал его лицо. Коса горела огнем, а руны на его руках стали меняться. Костя, а ты зачем перевоплотился? Я же не нечисть. Я сглотнул. Яр, мы не понимаем ни слова, ты говоришь на непонятном нам языке. Он наклонился к Акилу, тот словно стал огромной черной псиной. Зеркало возникло передо мной, и я впал в ступор. Там был я, но не как обычно. Я был полностью обезображен. По мне ползали мелкие змейки, и глаза были белыми и пустыми. Я вздрогнул, такой видок кого угодно приведет в шок. А меня так вообще испугал. Костя и Акил обсуждали, что это могло быть. А Мир по просьбе Кости что-то колдовал над водой в стакане. Костя, я сделал, как ты просил. Мир хотел сказать что-то еще, как Костя его остановил. Перстень на его руке загорелся голубым огнем. Какого хрена? Костя выругался, видимо, это либо что-то новенькое, либо такого он еще не видел. Акил начал искать информацию в памяти энергии, которой они обладали. Видеть Акила огромной черной псиной было непривычно. Но, блин, круто, вот бы и Мир потом так смог. Костя, а что это значит? Мир кивнул теперь на воду, вода стала такого же цвета, что и камень в кольце. Мне это уже не нравилось. Это очень странно, если Акил не сможет выяснить, то придется выяснить самим. Ты что-то чувствуешь? Да, но так уже почти неделю происходит, он постоянно хочет есть, все время. Но он же тратит много энергии, и мы думаем, что он просто не умеет ее расходовать. Мир обреченно как-то вздохнул. Голод? Костя, ну вот вообще как-то нехорошо посмотрел, затем попросил Мира меня покормить. Акил еще был в астрале. Мир сделал пару бутиков и протянул мне. Голод скружил мне голову, и я слопотал их, даже не заметив, но не наелся. Вот видишь, Мир показал на меня.
Он просто поглощает их, и чувства насыщения нету все равно. Он выдохнул. Ему и самому последнее время было не очень хорошо. А как ты себя сам чувствуешь? Костя стал присматривать Мира. Я словно слона съел и устал. Мир печально посмотрел на меня. Акил отозвал Костю и что-то ему объяснил. Указывал на руны, что появлялись, и что коса горит огнем. Стоит повернуть на меня. Как оказалось, это все выплеск энергии. Я перегорал и мог теперь умереть. Такие новости лучше не знать. Яр, тебе нужно срочно возрождаться, иначе всплеск силы выжжет тебя изнутри, и ты просто сгоришь. Я не ожидал, что все произойдет так быстро. Костя говорил как-то виновато, хотя я знал, что он не мог этого исправить. Моя энергия была нестабильной и часто бушевала, но удавалось ее укрощать, но она пришла вся и сразу, без инициации, и я не мог ее выплеснуть. Костя очень долго не знал, что он некромант, и его энергия не бушевала так. Он рассказывал мне, что и как он делал, прежде чем узнал. А потом, пройдя инициацию, они с Акилом стали совместимы, и вдвоем делали выбор застоявшей энергии, но на добрые поступки. Костя разрушал завалы, которые мешали на дорогах, даже мусор уничтожал, может и глупо. Но такие простые действия помогали выгнать из себя негатив. Я смотрел на него, не зная, что и сказать. Да и как я скажу, если они меня не понимают? Но Косте и Акилу, кажется, не нужны были слова. Они сели около меня, сказал Миру, чтобы тот поставил полог тишины и чтобы не отходил от меня. Затем они начертили мелом на моем одеяле руны. Ярослав, сейчас я отправлю тебя в твое подсознание. Там тебя может ждать что угодно. И скажу сразу, что ты можешь погибнуть. Бывает всякое. Я там с тобой быть не смогу, как и Мир. Он, конечно, часть тебя, но не влияет на твое становление. Скорее ты на него. Если готов, то моргни. Костя выглядел озадаченно, и даже не надо было видеть его лицо, чтобы понять, что он переживает. Акил жалобно заскулил, а потом перешел на завывание. Мир стал чертить руны, я моргнул, хотя я не был готов. Вокруг меня все стало погружаться в какой-то однообразный шар, а потом меня забросило в туннель. Огромный, светлый, и множество змеек ползают под ногами. Это мне не нравилось. Я решил пойти вперед. Да, тут хотя идти-то было некуда, позади был обрыв, а впереди лишь туннель. Змейки очень напрягали и казались какими-то противными. Может, я просто их не люблю? Но в зеркале я видел точно такие же, значит, они тут неспроста. Костя рассказывал, что встретил тут свою вторую сущность и не сразу смог понять и принять. Но я не знаю, что смогу я и смогу ли вообще. Было страшно оставаться один на один без помощи и совета. Я настолько привык, что Костя и Акил все знают, что теперь без них был словно бессилен. Размышляешь? Легкий смешок. Голос был похож на мой собственный. Может быть, это мое второе я? Пытаюсь, а ты кто? Я обернулся, но никого не было. Ты, если опустишь глаза под ноги, то увидишь. Я посмотрел под ноги. Змейка. Она отличалась от других, она была черной с синими полосками. Ты змея? Мое второе я просто змея? Я был разочарован. Что? Какое второе я? Эй, парень, спасибо, конечно, но я вообще-то сам по себе. Просто ты громко думаешь. Фух, меня это успокоило, если честно. Прости, а что ты делаешь в моем подсознании? Так ты не знаешь еще? Я думал, что ты мне поможешь, а ты недоучка. Обидно было вообще-то это слышать. И я, конечно, мало что понимаю, но, может, хоть скажешь, кто ты и кому это вам нужна помощь?
Я, наверное, был резок, но он тоже вежливостью не отличался, если что. Мы частицы могущественного змея, который держит баланс в мире. И злой некромант со своим фамильяром нас уничтожил. Но мы смогли по капле энергии восстановить себя. Теперь нам нужно объединить энергию. Но из-за его силы разрушения мы не можем. Вот и искали, так сказать, доброго помощничка. Он даже глаза выпучил. Злой некромант с фамильяром? На ум приходил только Костя и Акил, но они бы такого не сделали. Может, еще некромант есть? Да, этот мальчишка уничтожает все, к чему прикасается. Он опустил голову и даже вздохнул тяжело. Учительница биологии мне бы не поверила. Может, ты знаешь его имя? Надежда умирает последней, и, возможно, это не Костя? Конечно, он знает имя, а ты лопух. Резкая насмешка, я обернулся, там был парнишка, мой близнец. Но если я светленький, то он темненький, и брюнет мне тоже неплохо. А ты? Я протяжно сказал. А я? Он передразнил меня. Это ты. И усмехнулся. Но я не лопух, в отличие от тебя. И вообще тебя что, зря Костя обучает? Ты веришь во все, а еще совершенно не способен владеть мыслями в голове. Думаешь на все сознание, что даже в пропасти слышно. Он был слишком наглым и самоуверенным. Странное мое второе я, конечно. Я не странный. Он фыркнул и выпучил глаза. Я же сказал тебе, ты думаешь слишком громко. Угу, ясно. И что же это за существо такое? Я показал на змейку, но его не было, как и остальных. Это твой страх. Страх перед тем, что некромант тебя уничтожит. Ты же не зря его слабые места запоминаешь. А вот он твои нет. Он тебя учит, и кажется, хороший он парень. Стоп, он что, нравоучение устроил? Ты не мое второе я, ты что, моя совесть? Я уж очень противный. Я не противный, я это ты. Ну да, ты прав, я твоя совесть, с которой у тебя проблемы. А почему моя совесть похожа на мою плохую сторону? Может, потому что я зол на тебя, а ты меня затыкаешь, и если я разозлюсь совсем, то уйду, и как бы это ни прозвучало смешно, то ты будешь без совести, а значит перестанешь чтить мораль. Он отмахнулся от меня. Он и так не помнит о морали и приличиях. Еще один я, только более взрослый, что ли. А ты кто? Немного ли меня во мне? Парень. Я как раз моральный образ твой, который позволяет тебе быть добрым человеком и творить добро, а не зазнаваться. Какая-то мораль во мне высокомерная. Понятно, ладно, я учту и буду исправляться. Я был растерян, они прям словесно же атаковали, меня хотелось сбежать даже. Меня так отчитывали только тогда, когда я, да вообще никогда. Что-то тут не так. Что завис? Моя так называемая совесть открыто усмехалась. Думаю, что я должен исправить. Я лгал. Правильно мыслишь. Какие варианты? Если что, так и быть, подскажем. Они как-то прибодрились. Что же, тогда начнем. Я сконцентрировался и нанес удары. Благо, они стояли рядом друг с другом. Отлетев к стене туннеля, они упали и начали покрываться трещинами. Догадался, сопляк. Кто-то из них произнес, но уже каким-то сиплым голосом. Может, я не такой уж и лопух? Я начал собирать себе энергию, но в какой-то момент меня пронзила жуткая, ноющая боль, и я потерял поток своей силы. О, да ты, как я погляжу, не скидывал энергию, теперь ты совсем беспомощен. Они встали, и там были уже вообще не я. Ящеры, покрытые шипами, с очень-очень красными глазами. Сейчас мы его сожрем и выберемся из забвения. Второй ящер начал приближаться ко мне. Вы вообще кто? Я, конечно, не очень хотел узнавать, но время надо тянуть, чтобы сообразить, что делать.
Как прав был Костя, что быстро бегать необходимо. Хоть я и в своем сознании, но, как говорят у нас в школе, быстрые ноги люлей не боятся. Мы древние существа, которые заперты в астральном мире, и мы приходим туда, где поселяется зависть и жажда. И ты станешь нашим лучшим обедом. В тебе столько всего скопилось, а твоей энергии хватит не просто полакомиться, но и выйти из этого проклятия. И, кстати, о той змейке. Это твоя зависть. Она была такой крошкой, и всего и везде по чуток. А потом ты начал завидовать с еще большей и большей силой. И вот ты расплодил их в себе. Но нам это только на пользу. Они разъедали тебя изнутри. Они приближались, я отступал. Вперед не пробежать, они не пропустят, а позади меня только обрыв. Возможно, это будет глупо, но я выбрал его. А вы знаете, что аппетит нужно нагулять? Что? Они явно не понимали. Догоните сначала. Я резко побежал к тому обрыву, они мешкали секунд 10. Не такая большая фора, но, надеюсь, хватит. Туннель словно стал длиннее, они почти наступали мне на пятки. Но вот, я уже видел просвет, лишь бы он не стал тем самым светом в конце туннеля. Добежав до обрыва, я резко затормозил, мне стало страшно. Не знаю, чем я думал, веря в то, что смогу прыгнуть в пустоту, да еще и не зная куда. Меня схватили противные лапы, но капец, прям даже не прошу прощения. Какая интересная еда. Обычно они не бегают. Тебя же мучает голод, мальчик. Так покушай. Передо мной возникли разные тарелки с едой, там было даже то, чего я не пробовал, но очень хотел. Голод внутри меня завопил с невиданной силой, руки сами потянулись к тарелке с шашлыком, и я вцепился в него так, как будто меня никогда не кормили в этой жизни. Я откусывал мясо с такой огромной жадностью, но мне было мало. Я становился еще голоднее и слабел. Что со мной? Я попытался себя остановить, но это было сложно. И я продолжил кусать мясо с еще большей яростью. Оно было противным, но я хотел сожрать все. Какой вкусный ведьмак! Гнусавым голосом проговорил ящер. Они не выпускали меня из своих лап. Я чувствовал противные шипы, что впивались в меня все сильнее. Нет, нет, нет. Я хотел дернуться, но не мог. А руки все тянулись и тянулись ко всем тарелкам. Мне было так плохо, что я просто терял самого себя. В тебе столько энергии, что мы сможем вновь восстановить и уничтожить все, особенно того некроманта, что запечатал нас тут. Их голоса переплетались в моей голове. Я понимал все, но был слишком слаб. Я решил попробовать забыть о них. Мое подсознание — это я. Энергия во мне, а это значит, что я должен найти ее в самом себе. Мне было хреново и больно. Я стал просто искать самого себя, что было во мне, что было только моим. Страх снова начал окутывать меня. Я боялся и не отрицал этого. Я постоянно боюсь. Во мне нет той уверенности, что есть в Косте. Даже мир смелый. А я просто напуганный ребенок, которому дали силу, а инструкцию забыли. Я и мира-то случайно создал, но этому я был очень рад. Мне нужно решиться и хоть раз поверить самому себе. Как там говорил Костя, наша энергия напрямую связана с нашими эмоциями и восприятием. Я стерпел очередные шипы, что вонзились в меня, но было гораздо больнее. Значит, совсем скоро они меня уничтожат. Нужно быстрее что-то сделать. А почему он не ест? Сквозь эхо я услышал их голоса. Ешь, мальчик, ешь! Я даже сам не заметил, как перестал есть. Тело ныло от шипов. Боль становилась адской. Я просто перенаправлял ее в свою силу. Они что-то еще говорили, но я не слышал.
Я почувствовал свежий поток ветра, как вода растекается по моим венам, а земля придает сил. Я сделал глубокий вдох и на выдохе постарался нанести удар на мысленном уровне. Волна, вышедшая из меня словно цунами, откинула ящеров. Ветер стал создавать купол и расширять его, а земля начала подниматься и залечивать мои раны. Не знаю, что на меня нашло, но я просто развернулся и прыгнул в обрыв. Но я не летел, а просто стоял около огромного дерева, которое было покрыто золотыми листьями. Это было просто прекрасно. Ярославушка! Пожилой женский голос заставил меня оторвать взгляд от дерева. «Кто вы?» Я уже насторожился, но на свет вышла моя бабушка. Ярославушка, я твое воспоминание, но берегись, они не ушли и идут за тобой. Она исчезла. «Кто они?» Я крикнул, в надежде еще раз увидеть ее. Я скучал. Мы... Опять эти ящеры, вот чтобы им пусто было. Я вас не боюсь. Нас нет, а его. Они противно расфыркались, а на свет вышел огромный ящер. Он был раза в 3 больше, чем эти двое, но они тоже удивили. Подойдя друг к другу, они слились воедино. Я не сдамся. Страшно, но я должен справиться. Ты привел нас к источнику силы, и больше нам не нужен. Они одним ударом длинного хвоста откинули меня так, что я улетел в дерево, благо не отключился. Нет! Я встал и начал защищать дерево ветром, но оно снимало мой щит. Глупый мальчик. Я смотрю, им нравится то, что я ни хрена не знаю. В этот момент я хотел увидеть хотя бы Мира, с ним я был сильнее. Мир, ты бы мне сейчас точно пригодился. Яр, я тебя слышу, Костя тоже. Но как? С кем ты говоришь? Тут ящеры. Яр, ты должен себя принять. Голос Кости доносился откуда-то сверху. Отлично, вот и поговорили. Как я себя приму, если я себя даже не вижу, или, видимо, мое второе я не хочет выходить ко мне? Почему-то меня потянуло к дереву. Понять я не успел. Эти 2 голодных ящера кинулись на меня, выпуская свои шипы, и у них, как оказалось, есть зубы. Один из них, несмотря на мою изворотливость, оцарапал меня. Рана начала моментально гноиться, руку зажгло. Я закричал. А на дереве появилась похожая рана, и из нее пошел воздушный поток. Пару царапин, и мы от него избавимся. Вдыхая поток чистой энергии, они жадно потянули его ртом. А я почувствовал оцепенение. Они направились в мою сторону снова. Нет, я вам не сдамся. Я направил на них огромную волну, но они ее отразили. Это как? Но на этом было не закончено. Пора с ним заканчивать, он все равно выгорит. Они остановились и начали сдирать с себя кожу. Это происходило так быстро, огромные шипы теперь напоминали длинные толстые иглы, лапы были голые кости, а остальное тело куски мяса, которое держится на остатках костей и кожи. Я, конечно, не специалист еще, но это, кажется, не по моей части. И как я их уничтожу? Они словно не спешили теперь. Они скалились и что-то чертили в воздухе. Все вокруг стало погружаться во тьму. Я понял, что если я сейчас сдамся, то уже никогда не очнусь. Меня потянуло к дереву, я коснулся его листьев, словно хотел задать вопрос. Дерево заслонило меня, и я начал в нем растворяться. Мое тело словно стало воздухом, который способен пройти через любые стены. А потом я увидел небольшую комнату. Это же моя комната в доме бабушки. Я очень маленький, может 3 года, если не меньше. Сижу и пускаю фантики по комнате. В комнату вошла бабушка, она собрала фантики и сказала, что так делать нельзя. Если кто-то увидит, то будет плохо. Но я, кажется, не понимал ее. Тогда она наказала меня, но в ее глазах была тревога. Проносились дни, за такие поступки она наказывала меня. На моих руках рисовала кресты и какие-то символы. Играть становилось тяжелее.
А потом я и вовсе забыл об этом. Я посмотрел на себя. На моих руках загорелись печати, раньше их не было. А маленький я тихонько плакал в углу. Ярослав. Странно было звать самого себя по имени. Ребенок посмотрел на меня слегка испуганно. «Не бойся, я не обижу тебя, я помогу. Я уберу их, они мешают тебе, да?» Я показал ему на печати, на что он кивнул и потянул ручку. Я стирал печати, но они никак не уходили. Мальчик был расстроен, но терпел. Он был очень выносливым и смелым. Неужели я был таким? Малыш, сейчас может быть больно, но нужно потерпеть. Я виновато посмотрел на него. Но на мое удивление он кивнул, только глазки зажмурил. Я всегда так делал, когда был готов к чему-нибудь типа уколов или зеленки. Я взял из комода бабушки иголку и начал выцарапывать руны на печатях. Маленький я терпел, я чувствовал всю боль. На моих руках появлялись точно такие же царапины. Когда я дочертил обе руны, то вокруг нас поднялся вихрь, его дополняла водяная струя, и земля вновь залечила раны. Я не успел даже слова сказать, как напротив меня стоял я, но уже ровесник. «Долго шел, Ярослав». Он просиял и вдохнул воздух с такой жадностью, что я даже скривил лицо, опасаясь, что это опять что-то нехорошее, и я это освободил. «Ага. Не переживай, я это ты, я твоя сущность, просто я был глубоко внутри, и теперь нам многое нужно сделать». Он указал на ящеров, я даже заметил, как они снова были передо мной, а комната в доме бабушки исчезла, и ветви деревьев вновь закрыли меня и меня. Я кивнул, подтверждая, что верю ему. Или себе, не знаю, как правильно. Что мне делать? Я правда не знал, но готов был очень быстро запомнить и уничтожить их. Прими меня во всей моей ипостаси. Я не зло и не добро, я просто природа и жизнь. Я не могу нести ответ за твои поступки, мы были разделены, так как мир не принимает таких, как мы. Все, что есть во мне, это твое. Во мне есть и частичка тьмы, которая рождается от злости. Но тьма не есть зло. Тьма – это отпечаток боли и недоверия. Он протянул ко мне руку. «Я не злой, я не добрый, я боюсь ошибаться, но кажется, есть тот, кто поможет». И я не стал все усложнять и готов был смириться со своими тараканами и проблемами. Протянув руку в ответ, мы начали объединяться. Но меня отшвырнуло от него. «Что?» Он закричал, а ящеры наступали все ближе. «Ай-яй-яй, как мы вовремя!» Эти полутрупы встали на 4 своих конечности и начали готовиться нападать. «Почему не вышло?» Я смотрел то на него, то на них. «Я не знаю, но нам стоит поторопиться». Он тоже внимательно смотрел на них. «Надо еще раз попробовать». Я готов был рискнуть снова. «Нет, не успеем, сначала справимся с ними, потом решим наши проблемы». Я кивнул. «Повторяй за мной». Он крикнул и начал произносить странные слова, водить руками символы, которые напоминали элементы стихий. Я повторял все в точности за ним. Вскоре мои руки стали покрываться рунами, и вокруг меня создалось поле, которое объединило нас. Огромный водяной вихрь был окутан молниями. «Давай!» Он указал на этих ящеров, что жадно терзали дерево, оставляя на нем глубокие раны, которые отпечатывались и на нас. Но я чувствовал, что, как и я, он тоже перенаправлял боль в силу. Мы чувствовали друг друга, и я был словно сильнее. Мой страх отступал. Я был впервые уверен в себе и своих силах. Удар вышел настолько сильным, что ящеры разлетелись на куски, но их полускелеты устояли. «Вам не спастись, вы слабеете!» Они хрипло наступали к источнику. «Мы не сдадимся!» Смелым я не был, но и отступать не отступал. Я собрал все свои страхи, всю свою зависть, все, что мешало мне и придавало лишь беспомощности.
Я завидовал Косте, но не желал ему зла. Просто я хотел быть похожим на него. Он был силен и много занимался, я же только злился, что ничего не умею. Но теперь я тут, и я должен. Я разбежался и напрыгнул на одного ящера. Тот сразу же перехватил и вонзил мне в спину когти. Меня снова окутывало оцепенение, но я не сдавался. Под рукой у меня не было ничего. Поэтому со всей силы пальцами я проткнул его глаза. Он отбросил меня, а из него поползли змейки, те самые, что я уже видел. Моя сущность последовала моему примеру тут же. И пока ящеры извергали змей, которые были все больше и больше, и начинали дышать ядовитым паром, от которого глаза резало, как от едкого дыма, мы встали спина к спине и снова начали водить символы. В этот момент я почувствовал острую боль. Теперь мы одно целое, и он превратился в огромные волны и полностью утопил меня в них. Я начал барахтаться, захлебываться, но в какой-то момент вспомнил о том, что говорил Костя. Принять себя и свою энергию – это позволить себе раствориться в ней, точно так же, как и она во мне. Я перестал сопротивляться. Я почувствовал, что захлебываясь, воздуха не хватало. Я просто закрыл глаза и полетел в омут своей энергии. Ярослав, ты смог! Я открыл глаза, Костя был также облачен в свою энергию, а Акил уже сидел и с тревогой смотрел на меня. Я не смог, там остались ящеры, я не успел их победить. Я схватился за голову. Ты об этих двух? Костя указал косой на потолок. Как? Ну, ты начал выплескивать из себя застоявшуюся энергию. Они как-то тоже выбрались, поэтому пришлось их пригвоздить сюда. И что будем делать теперь? Ого, я думаю, это забота твоя и мира. Кстати, позволь своей силе все сделать так, как надо. Он подмигнул. Вот знаю я его эти проверочки. Я моментально соскочил, Костя скинул их с потолка и, естественно, поставил на себя Якила щит. Ну и выбирать между злым некромантом или неопытным стихийником они выбрали меня. Наша еда вернулась. Противные твари водили носом, видеть они уже не могли. Я вспомнил тут же тот самый потоп и полностью позволил своей энергии завладеть мной. Нормальный прикид. Костя с Акилом, словно болельщики, махали мне и миру. Ярослав! Мир был какой-то шокирован и бодр. Я обернулся. Огромный снежный барс, вот это офигеть! Мир потом! Я быстро пришел в себя. В моих руках была огромная булава, вот тебе и новые прикольчики. Я сделал огромный замах и ударил ей по одному ящеру. Его пронзило молнией, и он попытался спастись за счет второго, поразив его ударной волной. Я немного опешил, они загорелись. Ну, теперь я могу и помочь. Костя разрезал их косой, и она утянула их в себя. Это кто были? Я еле дышал. Подселенцы. Когда я уничтожил чернокнижника, они, видимо, в момент твоей паники успели к тебе подселиться. Это остатки темной, злой и извращенной в подсознании энергии. Поэтому ты был для них хорошим питанием. А еще поскольку неполноценным, то и мы не сразу заметили паразитов. Но теперь, я думаю, наши тренировки будут еще круче. Он повернул меня к зеркалу. Булава. Темно-синий плащ и руны стихий. Мир в виде огромного котяры, а мне начинает это нравиться. Завтра продолжим, а сегодня стоит отдохнуть. А ты хорошо поработал, малый. Я тут подумал, давай я тоже буду еще и спортом заниматься. А что так? Ну, я тут понял, что, хреново бегаю. Мы посмеялись. Я, конечно, был рад, что смог так быстро в себе разобраться, и это лишь благодаря Косте. Я следовал его примеру, пугало только одно, что однажды ответов даже у него не будет.
И тогда мы оба будем в опасности. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.